Всем привет! Меня зовут Елена. Предлагаю сегодня сделать цветы, очень похожие на колокольчики. Делать я их буду из акварельной бумаги плотностью 200 грамм на квадратный метр. Для колокольчиков я сделала вырубку ножом Агиарт эльфийские цветы. Ссылку на аналогичный шаблон цветов я оставлю в описании под видео. Также у Агиарт есть линейка различных силиконовых штампов для прожилок и серединок цветов. Сегодня я воспользуюсь одним из них. Прикрепляю штамп на акриловый блок. Отштамповку буду делать чернилами архивного качества. Чтобы отпечаток был светлее, сначала я слегка отпечатываю его на бумаге, а потом уже на цветочной заготовке. Этот штамп большой для маленького цветка, поэтому после нанесения чернил на силикон я салфеткой убираю краску по краям, уменьшая тем самым размер отпечатка. В данном случае небрежность отштамповки делает серединки цветов разными. Благодаря этому готовые цветы не будут смотреться искусственными. Чернилами штемпельных подушечек крашу заготовки. Все заготовки для колокольчиков нужно окрашивать с двух сторон. Самые маленькие цветочки буду использовать в качестве чашелистиков, поэтому окрашиваю их в зеленый цвет. Если нет штампов, заготовки можно просто окрасить в любимые цвета. Окрашенные заготовки окунаю в воду и сразу выкладываю на салфетку. Можно просто воспользоваться пульверизатором. Придавать форму цветам очень просто. Подсушиваю салфеткой заготовку. Любым подходящим предметом скругляю лепестки, поднимая их вверх. Булькой большого диаметра нажимаю в центре. Затем беру линейку с окружностями. Подбираю подходящий диаметр. Кладу заготовку в отверстие, вдавливаю ее булькой и оставляю так до полного высыхания. Заготовки всех размеров для раскрытых колокольчиков обрабатываю одинаково.
Для бутонов беру маленькие заготовки. Каждый лепесток тесню сначала булькой большого диаметра. А затем булькой размером поменьше. Хорошо нажимаю булькой в центре, чтобы лепестки поднялись высоко. Бумажный бутончик можно сразу оставить в линейке с окружностями до полного высыхания. А можно собрать все лепестки вместе и аккуратно нажать на основание пальцем, придавая шаровидную форму будущим бутонам. Сухие заготовки для чашелистиков тесню булькой. Но если их увлажнить, этот процесс будет легче и быстрее. Пока сохнут заготовки для цветов, подготовим тычинки на проволоке. Для этого потребуется проволока диаметром 0,2-0,3 мм, флористическая тейп-лента и тычинки. Беру 2-3 нити двухсторонних тычинок, складываю их пополам, отрезком проволоки примерно 15 см обматываю нити тычинок и скручиваю оставшиеся концы проволоки. Полоской тейп-ленты длиной примерно 7-8 см обматываю тычинки на проволоке. Тейп-ленту можно заменить на полоску гофробумаги подходящего цвета. Для сборки цветов все готово. Самые большие колокольчики делаю просто с тычинками. Вставляю пучок тычинок в цветок и фиксирую на клей ПВА. Затем округлым предметом отгибаю кончики лепестков назад. У этих цветов ножку из тычинок тейпирую лентой или отрезком гофробумаги. Крупные цветы смотрятся хорошо как высокими колокольчиками, так и полностью раскрытыми цветами. В заготовки средних размеров вставляю тычинки на проволоке. Затем подклеиваю чашелистик.
И также отгибаю кончики лепестков. Бутоны делаю двух разных видов. В заготовку для бутона вставляю тычинки на проволоке. На этом этапе можно просто приклеить чашелистик, и бутон будет готов. А можно, как и у колокольчиков, отогнуть кончики лепестков, тогда получится полураскрытый бутон. Укладываю лепестки друг за другом. Закрываю бутон. И приклеиваю чашелистик. Вот такие разные бутоны получаются. Эти цветы делаются легко и быстро, а смотрятся очень мило. Колокольчики потрясающе смотрятся в любом цвете. Подписывайтесь на канал, будем творить вместе. Список используемых материалов и инструментов вы найдете в описании под видео. Благодарю за внимание и до новых встреч!